Всем привет, это Таня Фельгенгауэр. Спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте подписываться, комментировать и делиться этим видео. Сегодня я предлагаю вам интервью с Михаилом Саввой, человеком удивительной судьбы, российский социолог, доктор политических наук, правозащитник. Он провел несколько месяцев в СИЗО по политически мотивированному уголовному делу. Мемориал признал Михаила Савву политзаключенным. В 2015-м он покинул Россию и получил убежище в Украине. Сейчас Михаил Савва один из тех, кто документирует свидетельства преступлений российских военных в Украине. Вот его рассказ. Михаил Валентинович, ваша биография еще до начала войны, до 24 февраля, вполне достойна экранизации в каком-то остросюжетном, видимо, кино. Это работа внутри системы, это правозащитная деятельность, это работа с губернатором, с главой региона, это и уголовное преследование, и СИЗО, и статус политического заключенного, и, как результат, беженство, политическое беженство в Украине. К 24 февраля 2022 года, когда Россия начала эту войну, когда она вторглась в Украину, вы сами себя как определяли к этому моменту? Вы россиянин, украинец, политический беженец или вообще человек, который над этим всем? Я думаю, что да. Можно было бы снять неплохой триллер на тему «Как не меняются люди». Потому что такая удивительная вещь. Мне кажется, что я все эти годы, начиная с конца 80-х, оставался прежним. Вот я не менялся. Но Россия, моя страна, менялась. И менялась радикально, и поэтому изменялось мое место вот в этой системе. К 24 февраля я себя воспринимал как враг путинского режима. Я уже не был россиянином в полном смысле слова. У меня российское гражданство, но я живу в Украине 7 лет, у меня здесь статус беженца. Я очень тесно связан с этой страной, я люблю эту страну. Украинцем я себя еще не считаю, хотя я свободно говорю на украинском, у меня масса друзей, я член украинского общества, это да. Но для этнического самосознания время еще точно не пришло, возможно, и не придет. Но вот то, что я враг путинского режима, это было для меня абсолютно точно. Иначе бы не было следственного изолятора, не было бы приговора суда, не было бы иммиграции. И поэтому, когда все началось, я вспомнил то, что мне еще в армии, еще в советской армии, на срочной службе в течение этих 2 лет очень хорошо вдолбили. Алгоритм поведения военнопленного. Если ты вдруг попал в плен, первая твоя задача – выжить, вторая – бежать, и третья – нанести ущерб врагу. Вот у меня уже был очень четко определенный враг – режим Путина. И я понимал, что я нахожусь на третьем этапе. Мне нужно наносить им ущерб. Как, каким образом? Война сама все расставила на свои места. То есть война – это такой очень плотный поток событий, который несет человека. Хочет человек этого, не хочет. Ну вот сопротивляться войне очень тяжело. Нужно находить в ней свое место, она сама все расставляет. Вот в моем случае я такое место нашел очень быстро. Точнее, мы с коллегами по экспертному совету Центра гражданских свобод, это украинская правозащитная организация, я член экспертного совета, мы с коллегами буквально за несколько дней до начала широкомасштабной войны проговорили, чем мы, в принципе, могли бы заниматься, если оно начнется. В первый день начала агрессии мы опять собрались онлайн и проговорили уже более конкретно варианты, что мы будем делать в режиме оккупации, что мы будем делать, если оккупации не случится, ну и еще несколько таких вот случаев. Поэтому я был готов с осознанием себя
в этом потоке событий у меня все было нормально, оставалось только действовать. И я начал. Ну, начали-то вы с теробороны, насколько я понимаю. Я начал с того, что через сутки после начала агрессии, когда я понял, что вот тот город, где я живу, это пригород Киева, окажется в оккупации, я переехал буквально на несколько километров в соседнее село к друзьям, которые уже были в теробороне. Ну, то есть у меня других вариантов-то и не было. Да? То есть вот сельская тероборона в Украине в те дни была очень интересным явлением. Каждый, кто хотел, мог туда прийти. Проблемы были в другом. Не хватало оружия, катастрофически не хватало. Кроме легкого стрелкового оружия и ручных штурмовых гранат вообще ничего не было. И ни один человек вот в этих маленьких селах в территориальной обороне не был оформлен официально. То есть не было вот этих списков, не было приказов, не было назначений. Люди просто приходили и делали то, что каждый может. У меня был даже персональный окоп, ну, почти персональный. Мы там дежурили вместе с друзьями, к которым я приехал. Март был холодным, но, тем не менее, меняли друг друга. Это было важно, потому что Житомирская трасса там была буквально в 500 метрах. То есть было прекрасно видно все, что проходит по трассе. А Житомирская трасса – это главное направление, которое связывает Киев с Западом. Эта трасса была взята под контроль российскими войсками буквально в первые дни, не полностью, на небольшом участке. Но именно вот этот небольшой взятый ими под контроль участок от Макарова до Стоянки, вот именно там я и находился. Поэтому мы видели все, что перемещалось по этой трассе. Там же я стал свидетелем и документатором первого военного преступления, которое на моих глазах произошло. И с этого началась работа, которая потом продолжалась несколько месяцев и продолжается сейчас, только в другом уже формате, по документированию военных преступлений. Работа очень важная. Это было примерно вот 50% моего времени на войне было посвящено документированию военных преступлений. К западу от Киева это вот район Житомирской трассы. Михаил Валентинович, про документирование и вообще про то, как фиксируют военные преступления, обязательно хочу подробнее с вами поговорить, но еще про тероборону и про то, как вы, доктор политических наук, социолог, правозащитник, оказались в окопе с оружием в руках. Внутри были какие-то сомнения, что-то, вот брать в руки оружие или нет? Я бы с удовольствием оказался в окопе именно с оружием в руках, но я оказался в окопе без оружия, потому что его не А, хватало, все, как я уже сказал. тогда снимаем Его вопрос. было, его было очень мало. А что касается вот людей, которые взяли в руки оружие, то, знаете, когда в начале марта я начал приезжать в Киев, то есть мы нашли горючее для машины, нам нужно было выезжать туда за гуманитаркой. Мы сами организовали поставки гуманитарной помощи для села, где жили, из Европы. Я проезжал мимо некоторых военкоматов киевских, и это не рассказы, это я видел сам. Я видел там мужчин, которые плакали, плакали потому, что их не взяли. Их не взяли, ну там они в тероборону пытались записаться. Не брали, потому что не хватало оружия. Людей, которые хотели воевать, было очень много. Поэтому еще один случай, такая иллюстрация. Как-то мы загружали гуманитаркой микроавтобус для нашего села, и нам помогали ребята из подразделения Национальной гвардии, которое там было рядом. Ну, нужно было очень быстро закинуть несколько тонн в машину. Мы бы сами не справились, они пришли. И вот я был в паре, я работал в паре с человеком чуть младше меня, и нам нужно было
большую тяжелую палету привезти на таком специальном приспособлении, я даже не знаю, как это называется, такая тележка ручная. Мы с ним подходим к этой тележке. Он говорит задумчиво: вот моя кандидатская степень не позволяет с этим разобраться. Я смотрю на него, говорю: мои 2 степени тоже не позволяют, но нам придется это сделать, выхода нет. Да? И мы потом все, что нам нужно было, погрузили туда. Люди брали в руки оружие вне зависимости от того, кто они. Даже вне зависимости от своей пользы с оружием в руках. Но, по моей оценке, от некоторых было бы больше пользы в другом качестве. Но остановить это было просто невозможно. В доме, где мы жили, мы в прихожей собрали все, что можно было использовать как оружие на всякий случай. Там были вилы, там были топоры, там была такая большая хозяйственная кувалда на всякий случай. Потому что вот, угроза была абсолютно реальной. Мы видели россиян там, на расстоянии несколько сот метров. Они не зашли в наше село. Они передвигались по трассе, у них было недостаточно сил, чтобы оккупировать все тотально, поэтому вот такого прямого столкновения не было. Если бы было, ну, ни малейших сомнений, на какой я стороне, у меня не было и нет. Я старшина запаса, еще по советской армии, бывший командир отделения. Я знаю, что такое оружие, я очень его люблю. Но в мирное время я его сторонился, потому что оружие – это такая гадость. Как только ты его берешь в руки, вот возникает ситуация, когда оно тебе станет нужно. Но это в мирное время. А во время войны это просто такая необходимость. Теперь давайте вот как раз про то, чем вы довольно, я так понимаю, скоро после начала войны стали заниматься. Это сбор и документирование свидетельств военных преступлений. Насколько это вообще можно рассказывать, да, обсуждать, как обычно это происходит. И я знаю, что вы вообще занимались профильно доказательством политической составляющей в уголовных преследованиях, да, когда надо человеку доказать, что его преследуют по политическим мотивам, вы вот этот политический мотив помогаете сформулировать, найти, проанализировать, есть он или нет. Есть ли такая история вот в военных преступлениях или нет? Как это вообще работает? Да, очень хороший вопрос. Актуальный, так скажем. Я действительно 7 лет, буквально с первых дней после иммиграции в Украину, занимался как эксперт работой с адвокатами и делал экспертные заключения о политических мотивах уголовного преследования. Ситуации были самые разные, но в основном двух типов. Человек срочно бежал куда-то в Европу, например, подает документы на легализацию, и судья местный или сотрудник миграционной службы, если до суда еще не дошло, просто не понимает, как можно преследовать человека без малейших оснований. Ну, то есть у них, я имею в виду в первую очередь европейцев, израильтян, американцев, просто такое не помещается в сознании. У них нет таких образцов. И поэтому возникает ситуация, когда этот россиянин как будто бы говорит неправду, а он говорит правду. В таких случаях очень помогает независимая экспертиза. Я этим занимался, и это оказалось очень полезным навыком, когда началась война. Потому что когда ты работаешь как судебный эксперт, формируются вот некоторые очень важные навыки. Например, жесткая доказательность. Ты не имеешь права врать как эксперт. И ты должен доказать все, что ты говоришь. Привести неопровержимые факты и четко прописать все взаимосвязи между этими фактами. Вот при документировании это серьезно помогло. 3 марта, буквально через несколько дней после начала войны, был первый случай, который буквально вытолкнул меня вот в эту работу, в документирование. Мы увидели российскую военную колонну техники, которая шла по Житомирской трассе. Мы вышли для того, чтобы лучше ее разглядеть. Все было видно, ну, буквально как на ладони.
Впереди колонны шла боевая машина пехоты, и она вдруг начала стрелять на наших глазах. Два выстрела, два попадания в два гражданских автомобиля. Ну, то есть вот обычные легковые автомобили, на которых еще там были белые тряпки намотаны, как символ того, что это не военная техника. Эти машины не были в камуфляжном окрасе. На этих машинах были явные признаки того, что это не военная техника. Тем не менее, их расстреляли. В тот же день, уже когда начало темнеть и образовался такой просвет между российскими военными колоннами, удалось сфотографировать то, что осталось от этих двух машин. Удалось даже найти номерные знаки, которые разнесло довольно далеко. А в одной машине 3 погибших, и в другой тоже 3 погибших. Можно было только сказать, что это в каждой машине мужчина, женщина и ребенок, потому что остались только ноги. А 30-миллиметровый снаряд боевой машины пехоты буквально разносит машину, он отрывает иногда верхнюю часть, но а ноги остались там, где они были. Потом родственники одного из погибших, одного из водителей, начали его искать. По номеру машины мы поняли, кто это. Ну, теперь мы знаем, это волонтер, это киевлянин, который кого-то вывозил на своей машине из зоны боевых действий. Надеялся успеть, но, к сожалению, не успел. Мы не знаем, кто остальные люди. Я зафиксировал это все. Это была фотофиксация, это было мое описание, которое я сделал как свидетель. А затем я работал по документированию как член гражданской инициативы Евромайдан СОС. Это инициатива, которая была создана в часы Майдана, вот последнего Майдана в 2013 году. Она была создана для документирования преступлений, которые совершаются против митингующих, для защиты прав этих людей. И во время войны эта инициатива была возобновлена. Мы работали в режиме видеофиксации. То есть как это происходило у меня? Один день из жизни Михаила Валентиновича. Не Ночью, дай бог кому такой день, честно. ну, у меня такие были, просто не в формате Солженицына, это был следственный изолятор, не лагерь сталинский, к счастью. Ну, а сейчас это вот такая перефраза подходящая, потому что это было очень часто. Село, где я тогда жил, не было в оккупации. Россияне контролировали только трассу, как я говорил, но они постоянно обстреливали это село. Зачем, не могу сказать, потому что кроме блокпостов территориальной обороны ничего в этом селе не было. Там тогда не было подразделений вооруженных сил Украины. Там никогда не было военных объектов, воинских частей, ну, кроме лесопилки вообще ничего. И фермы, где грибы выращивали. Тем не менее, каждое утро очень рано проходили обстрелы, и когда светало, я отправлялся или на машине, или пешком, если это было близко, к соседям, которым прилетело. К счастью, ну, попаданий было много. К счастью, погибших не было, хотя иногда вот то, что никто не погиб, было просто чудом. Я фиксировал результаты прилета снаряда «Града» к сельской учительнице, которая уже на пенсии, с глубокой инвалидностью. Снаряд «Града» разорвался в 5 метрах от ее дома во дворе. Но он зашел под бетонную плиту, такими большими массивными плитами вымощен ее двор. Он зашел, взрывом эту плиту поставила буквально вертикально, и вот эта плита приняла на себя весь удар. Если бы ее не было, то не было бы уже этого человека в живых, не было бы этой хатки, а так даже окна остались целы. Такие чудеса бывают на войне. Прилетало очень часто. Прилетало в том числе совсем рядом с домом, где я жил. Ну, самый близкий прилет был в 80 метрах, к счастью, на пустой участок. То есть это был танковый снаряд российский. Осколки пошли в дом еще одного из моих соседей, который выехал. Когда он через пару дней позвонил, то мы с соседкой
Ему объяснили, что нет, не нужно приезжать, не нужно ремонтировать крышу, с крышей все нормально, просто у тебя сейчас ворота, знаешь, дизайнерские, а его ворота из металла, это 3 миллиметра толщиной, превратились в такое решето, которое вот действительно ни один дизайнер бы не спроектировал. Да. Таких случаев было много. Это тоже военное преступление. Я имею в виду беспорядочная стрельба по жилой застройке, по объектам гражданской инфраструктуры, без малейшей военной необходимости. И мы это тоже фиксировали. На сегодняшний день только наша общественная инициатива Евромайдан СОС зафиксировала более 9 тысяч военных преступлений, самых разных. Убийство мирных жителей, изнасилование, разрушение гражданской инфраструктуры, разрушение жилых домов, разрушение культурных памятников. Ну, даже езда на танке по кладбищу. Вот кому-то из российских танкистов захотелось проехаться именно по кладбищу. Он повредил несколько десятков могил, уехал куда-то в поле, потом в лес. Потом мы там нашли сгоревший танк, не знаю, тот ли или не тот, но надеюсь, что именно тот. То, что вы фиксировали, это самые разные преступления, тяжелые, очень тяжелые, чудовищные. Это имеет дальше какой-то процессуальный статус, вы можете это передать следственным группам, или это объем информации, который сейчас пока будет накапливаться, а дальше уже кто-то другой будет решать, что с этим делать? Уже сейчас с этим материалом работают следственные группы. То есть это база данных о военных преступлениях, которая закрыта практически для всех, кроме украинских и международных правоохранительных органов. Они выбирают оттуда те случаи, которые нужно расследовать уже сейчас, расследовать быстро. В том числе это делают следователи Международного уголовного суда. Ну вот его еще иногда называют так художественно Гаагским трибуналом. Да, там бывают трибуналы, но там работает большая группа следователей. Они приезжают в Украину. Эта база открыта также и для них. Накопление продолжается, вы правы. И накопление это очень важно, потому что такая вот фиксация военных преступлений позволяет, во-первых, попытаться, хотя бы попытаться привлечь к ответственности каждого виновного, начиная от рядового или сержанта, который это совершил, и заканчивая теми, а это лидеры российского режима, кто создал условия для совершения таких преступлений. Но еще одна важная вещь. На войне очень часто люди просто исчезают. Когда мы фиксируем преступления, мы находим какие-то следы этих людей. Вот я вернусь к тому случаю на Житомирской трассе. Следующая колонна российской техники просто распихала остатки этих автомобилей. И если бы не фото, которое мы сделали, то эти люди бы просто растворились в вечности. Все, их как бы и не было. Потому что там были только остатки человеческих тел, куски, которые потом бы неизбежно исчезли. Так что это тоже важная задача. Этих людей ищут. У них есть родственники, у них есть близкие, для которых лучше знать, где и как человек погиб, чем не знать ничего, как во многих случаях. Ну и еще один момент, я просто упомяну о нем. Это такая важная, долгая, отдельная тема. Большой массив о военных преступлениях позволяет их анализировать. Потому что когда мы знаем, что совершалось, нам намного легче провести экспертизу на тему, кто и как создал для этих преступлений условия. И тут я вспоминаю трибунал над бывшим президентом Югославии Милошевичем, который ведь не отдавал приказов убивать мирных людей, насиловать женщин, но он был осужден. Он был осужден именно потому, что был огромный массив подтвержденных доказательств военных преступлений, а дальше была проведена экспертная работа, которая доказала, это именно он и люди из его окружения
создали такие условия, что солдаты югославской армии совершали массовые преступления. Вот сейчас я делаю то же самое по отношению к руководителям российского режима. Это как раз вот следующий мой вопрос, он был про политическую, что ли, составляющую. Когда мы говорим про международные трибуналы, там ведь нет такой вещи, как политическая составляющая военного преступления. Или есть, и это как раз вот та часть экспертизы, про которую вы рассказываете сейчас, вот про создание условий для этих военных преступлений. Политические мотивы преступления, а именно незаконного уголовного преследования, важны, когда мы занимаемся делом конкретного человека. Когда нужно защитить его от экстрадиции в Россию, например, или когда нужно, чтобы он получил легализацию где-то в Европе или в Америке. А в данном случае речь идет немного о другой экспертизе. Она тоже политическая, но это не о мотивах, а это о создании условий, когда политический режим своей идеологией, своей пропагандой, своей ненавистью, которую он сеет, создает такие условия, что военнослужащие легко совершают военные преступления и делают это массово. Вот именно это сейчас и доказывается. При этом хочу сказать, что у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Из того, что я знаю, это, наверное, самый высокий стандарт доказывания. У них не так много уголовных дел, доведенных до приговора. Поэтому здесь нужна очень квалифицированная экспертная работа. И я очень рад, что я один из элементов вот этого сложного экспертного механизма по доказыванию их вины. Скажите по поводу как раз вот фиксации, документирования. Как бы вы оценили работу госпожи Денисовой, сильно ли она ущерб нанесла той работе, которую вы проделываете? Нет, я не думаю, что она нанесла какой-то большой ущерб. Если говорить о юридическом аспекте, она говорила о сексуальных преступлениях против детей. При этом доказательная база еще не была собрана к тому времени. Я абсолютно не удивлюсь, если через какое-то время выяснится, что ее оценки примерно верны, что это действительно было массовым явлением. Просто именно тогда, когда потребовались подтверждения и доказательства, она не смогла их предоставить. Но тут нужно понимать, что такое доказывание сложная вещь, она требует времени. Если говорить о сексуальных преступлениях, то это вообще неимоверно сложно. Люди не хотят об этом говорить. Да, люди не хотят говорить даже о том, что вот не имеет отношения там, к сексуальной неприкосновенности. Им просто страшно. Когда я приехал в Бучу, на улицу Яблонскую, где было наибольшее количество людей, убитых россиянами, там просто была их база. То есть там стояла их техника, там был их штаб. Мы просто пошли по дворам. Мы стучались в каждые ворота. И когда к нам выходили навстречу, а некоторые дома были еще пустыми, мы спрашивали, вы здесь были во время оккупации? Да. А вы готовы рассказать о том, что было на камеру и назвать свою фамилию? И во многих случаях мы слышали нет, не готов. Поэтому людям страшно. А когда к этому добавляется еще и вот весь ужас такого сексуального преступления, то очень сложно получить какие-то показания. Есть еще один момент, абсолютно объективный. И госпожа Денисова уж точно на это никак не влияла. Многие жертвы сексуальных преступлений из Украины уехали в Европу. Уехали по двум причинам. Во-первых, они не хотят оставаться вот в той социальной среде, где знают о произошедшем. И во-вторых, им была нужна очень серьезная, очень глубокая психологическая реабилитация. Я знаю один случай, тут буквально в нескольких кварталах от места, где я живу, один из волонтеров, мой знакомый, я уже сейчас могу сказать, мой друг,
который ездил сюда, когда эта территория была в оккупации. Сюда он привозил еду, мы его загружали, там, они ездили на 2 электромобилях, мы загружали его продуктами, а обратно он вывозил людей. Он вывозил людей, которые потом ехали дальше. И вот один раз он вывез девушку, ну, девчонку еще фактически, 15 лет, которую насиловали несколько дней, которая чудом выбралась. Ее отправили в одну из стран Балтии, и человек до сих пор проходит там реабилитацию. Требовать каких-то свидетельских показаний в таком состоянии просто нельзя. Это ухудшит психологическое состояние человека. Уточняющий вопрос по поводу ситуации с Денисовой. Просто она как бы и сама признавала, что какие-то вещи там преувеличила, если не придумала. Вы как эксперт подвергаете ли сомнению вообще все вокруг? Или все-таки вы сторона? Я как эксперт подвергаю сомнению абсолютно все. Поэтому в ходе документирования я выслушиваю и записываю одного человека, но затем, когда начинается уже работа следственной группы, они работают с этим комплексно. Моя задача как эксперта, во-первых, зафиксировать, и, во-вторых, своими вопросами собрать как можно больше уточняющей информации. Я должен быть нейтрален психологически, эмоционально. Я не должен давать подсказок в ходе своего интервью. Я напомню, идет видеофиксация. То есть я беседую, одновременно это записывается на видео. Я не должен давать подсказок, я не должен эмоционально усиливать состояние человека. Я должен получить от этого человека информацию. Такую информацию, которую потом можно будет проверить. Михаил Валентинович, вы с 2015 года в Украине, и все это время так или иначе занимаетесь еще и ситуацией на Донбассе. То есть вот когда начинаются разговоры, где вы были 8 лет, ну вот 7-то вы точно можете сказать, где вы были, и вы собственными глазами видели, что происходит по линии разграничения на части вот этих самопровозглашенных образований и все, что было рядом. Кому там нужно было помогать в первую очередь, чем и за эти 7 лет? Какие главные ошибки вы выделили бы как со стороны украинского руководства, да, потому что вот оно было рядом постоянно, ну, может быть, европейского сообщества, которое, в общем, так спокойно отнеслось к аннексии Крыма и к тому, что происходило на востоке Украины. Да, с осени 2015-го я на Донбассе был каждый год, иногда очень подолгу, иногда месяцами. У меня такое ощущение, что я там был в каждой громаде, ну, то есть в каждом поселении. На линии разграничения, да, иногда бронежилет просили надеть, потому что это была буквально линия разграничения. Я работал как эксперт, как консультант международных программ, и вот в ходе этой работы я получил очень много информации о настроениях людей, о том, что происходило, и могу делать выводы об ошибках, очень уверенно. Такой пример. На одной из фокус-групп, которую я проводил как модератор, мы говорили об источниках информации для местной власти, вот что нужно, чего не хватает. И один из участников, местный депутат, как я помню, вдруг сказал: а вы знаете, я вообще смотрю российские телеканалы. Украинские нет, потому что и так жизнь сложная. Вот включаешь российский канал, какая там красота, успехи, достижения, полеты в космос, вот решаются проблемы, все так здорово, но включаешь украинский канал, и вот
какая-то жизнь, ну как жизнь, ну зачем мне это нужно? Вот это и было одной из главных проблем украинской власти, проблем, которая сохранялась до начала широкомасштабной войны 22 года, это информационный поток. В некоторых регионах Украины, приграничных, украинского телевизионного вещания или очень мало, или вообще нет. То есть люди смотрят, если говорить о Западе, там, Польшу, Венгрию. Если говорить о Востоке, они смотрят, к сожалению, Россию. Это и проблема покрытия, просто проблема телевизионных вышек, вот этих излучателей Стругацкого, да, которых с украинской стороны меньше. И это проблема содержания этого информационного потока. Демократиям всегда тяжелее. В демократическом обществе журналист работает с информацией, он приносит факты. И эти факты далеко не всегда приятные. Да? Когда мы говорим о недемократическом обществе, об авторитарном, а сейчас Россия очень уверенно уже идет к тоталитарному режиму, к неототалитаризму, то там, ну, во-первых, журналистов там меньше намного, и, во-вторых, эти люди занимаются по большей части пропагандой, то есть влияют на сознание для того, чтобы его изменить. А для этого нужна благостная картинка о том, что хочется подать в хорошем свете, и ненависть и отрицание врагов. Вот именно в таком информационном потоке, пропагандистском российском потоке, жители Донбасса жили несколько лет. Честно скажу, нужно иметь там очень мощный такой патриотический заряд в себе внутри, чтобы устоять в этой борьбе с российской пропагандой. И сейчас, кстати, я обратил внимание, что буквально во втором эшелоне российских оккупационных войск вместе с Росгвардией идут инженеры, которые занимаются перенастройкой телевизионных башен. То есть российский режим видит, что удалось сделать с россиянами при помощи пропаганды, и он планирует то же самое сделать с украинцами на оккупированных территориях. Про контакты, которые сейчас возможны или невозможны. По линии правозащиты, юридической какой-то помощи. Вы видите сейчас какую-то возможность для совместной работы украинских и российских правозащитников или юристов, пленные с обеих сторон? Я не просто вижу, мы этим занимаемся. Мы этим занимаемся буквально в ежедневном режиме и в самых разных форматах. Вот буквально недавно, после одной из встреч российских и украинских правозащитников, мы создали совместную мониторинговую рабочую группу по проблемам военнопленных. Есть российские военнопленные в Украине, есть украинские в России. Необходимо понимать, в каких условиях содержат этих людей, не нарушаются ли их права. Ну, проще скажем, пытают ли их, заводят ли в отношении этих людей политически мотивированные уголовные дела, дают ли им общаться с родственниками, хотя бы сообщить о том, где они находятся. О многих людях мы не имеем вообще никакой информации. То есть это огромное поле работы. И здесь работать нужно вместе, просто нет другого выхода, потому что я не представляю, как бы сейчас украинский адвокат поехал в Россию защищать украинских военнопленных, а российский приехал в Украину. Но это просто невозможно. В то же время есть российские адвокаты, которые готовы не в качестве кивал и не как обслуга следствия, а добросовестно работать, защищая украинцев в России. А есть ли возможность узнать, что происходит с украинскими пленными, которые сейчас оказались в руках вот этих людей из так называемых ДНР, ЛНР? Потому что вот мы недавно совсем разговаривали с Владимиром Осечкиным из ГУЛАГу.нет, и он как раз рассказывал, что самая тяжелая ситуация именно вот на этих территориях, не на территории России,
а именно вот там, где, ну, совсем полный беспредел происходит, и как раз про пытки он рассказывал. И он абсолютно прав. Вот эти непризнанные государства – это правовая дыра, где формально есть какие-то местные законы, но фактически никто и никогда их не соблюдал. Там действительно есть пытки, там действительно есть информационный вакуум, мы просто не знаем, куда попадают эти люди. В очень редких случаях, когда кому-то удается вырваться через обмен, мы получаем информацию об условиях содержания, и условия содержания украинских военнопленных вот в этих ДНР и ЛНР не отвечают никаким стандартам. Еще хуже, что в этих правовых черных дырах есть официально смертная казнь. И сейчас они, точнее не они, а Российская Федерация шантажирует мир смертной казнью по отношению к военнопленным за якобы преступления против, так скажем, народа Донбасса. В первую очередь такие приговоры выносятся иностранцам, которые являются военнослужащими вооруженных сил Украины. Уже есть 2 смертных приговора британцам и 1 марокканцу с украинскими корнями. И это делается с одной целью – заставить другие страны разговаривать с этими непризнанными квазигосударствами. То есть как-то их легитимизировать, как-то ввести их в политическое поле. Это грубый политический шантаж, ну, это терроризм, по сути. Но даже на этих территориях есть возможность хотя бы попытаться наладить контроль за правами. Я имею в виду не только Красный Крест. Я имею в виду и людей, которые там в органах местной власти имеют полномочия контролировать соблюдение прав военнопленных. Многие из них, в общем-то, ну, это граждане Украины. И они хорошо знают, что в случае, если они грубо и постоянно будут нарушать международное право, они пострадают. Ну и, соответственно, у них есть мотивация для того, чтобы сотрудничать. Государства не будут сотрудничать с ними, но для общественных организаций это вполне возможно. И мы сейчас пытаемся наладить этот процесс. Один вопрос, что называется, по самой актуальной повестке, это новость сегодняшнего дня. Владимир Путин распорядился давать в упрощенном порядке российское гражданство вообще всем украинцам. Это он от отчаяния, что ли? Что это за странный такой поступок? Тут можно уже такой чуть больше в политологию идти. Нет, это абсолютно нормальный политический ход. Он хочет продемонстрировать, что Россия притягательна для украинцев. Он хочет показать, что, несмотря на все происходящее, украинцы тянутся к России, находят в ней защиту. То есть это такая попытка подкорректировать имидж. Ну и это еще и расчет. Такой, знаете, статистический расчет. Просто в России застряло довольно много украинцев. Вот накануне войны, по самым скромным подсчетам, порядка 2 миллионов граждан Украины постоянно жили в России. Кто-то женился, вышел замуж туда, кто-то там работал. Когда началась война, возможности вернуться очень сильно сократились. И сейчас эти люди оказались в очень сложной ситуации. На них давят. И им нужно делать выбор. Либо они возвращаются, а это через третьи страны, это через Европу, например, либо они принимают российское гражданство. То есть у Путина есть возможность показать, что вот украинцы массово готовы принимать гражданство Российской Федерации. То, что это делается от безвыходности, ну, его не смущает. Насколько вы вообще следите за тем, что происходит в России в плане политики и репрессий, как человек, который был политзаключенным и был вынужден покинуть страну? Слежу не только потому, что у меня такая биография, еще и потому, что ко мне обращаются российские адвокаты за экспертизами.
Сейчас пошел поток по статье 207 прим. 3, то есть это новая статья, так называемая, за фейки о действиях российской армии и органов государственной власти. Она была введена вот буквально в марте. Уже более 60 уголовных дел по этой статье. Такая же статья есть и в административном кодексе, но там на тысячи идет счет вынесенных Да, уже решений. есть реальный срок. 7 лет Уже есть общую, реальный да, срок муниципальному да, депутату. Еще коллективную несколько гражданскую человек ответственность. находятся в следственных изоляторах, то есть им вменяют такую часть, которая предполагает закрытие в следственном изоляторе. То есть человека содержат, по сути, в пыточных условиях. Ну, Есть это же прям адвокаты. вот, это же политическая, откровенно политическая статья. Раньше режим Путина придумывал какие-то варианты, чтобы бороться с оппозицией, там, ну, не знаю, например, ну, Алексея Навального всегда сажали по каким-то экономическим статьям. Про Ходорковского я вообще молчу. Как-то все время придумывали, как сделать вид, что это не политика. Но здесь-то это просто политические статьи. Да, в чистом виде. Эти статьи вообще не имеют права на существование. Они противоречат, я имею в виду там 207 и подобные им, они противоречат не только Конституции Российской Федерации, они противоречат Международному пакту о политических и гражданских правах. То есть такого просто не должно быть, когда человека сажают за распространение информации. Это признанное конституционное право собирать, хранить, распространять информацию любым законным способом. И когда вводится такая статья, нужно понимать, это делается от безысходности. Потому что информация о том, что происходит в Украине, если бы она была открытой, доступной, она бы просто накрыла россиян с головой. Выдержать такое и остаться путинским патриотом нормальному человеку невозможно. Там уже много ненормальных, я это понимаю, но тем не менее для значительной части людей это было бы, знаете, таким допингом для отрезвления. Поэтому информацию закрывают. Закрывают абсолютно незаконным способом. Причем сама статья такая коварная. Там ведь сказано, что наказывают якобы за распространение заведомо ложной информации. Это не повод уголовно преследовать человека. Заведомо ложная информация не повод. Но даже вот это ограничение российские следователи не соблюдают. Потому что заведомо ложная информация – это ведь то, что противоречит действительности, противоречит реальности. А людей сажают за то, что их информация противоречит информации Министерства обороны России. Я читал обвинительные заключения, я читал так называемые экспертизы российских так называемых ученых, которые поддерживают эти обвинения. Они прямо говорят, что эта информация заведомо ложная, потому что тут говорится не то, что было сказано на брифинге Министерства обороны. Это просто юридический кошмар, вот в который сейчас погрузилась Россия. Это может стать еще одним пунктом обвинения в международном суде? Станет, обязательно станет. Дожить бы, увидеть бы. Спасибо большое, и спасибо за вашу работу, которую вы продолжаете делать. И я надеюсь, что еще не раз с вами увидимся и на моем канале, и, может быть, еще где-то и лично тоже. Спасибо большое, Михаил. Спасибо, Татьяна. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайки, обязательно прокомментируйте, понравился ли вам этот разговор. Делитесь этим видео, если оно вам понравилось. Ну и не забывайте, что в описании к этому видео есть все способы поддержки моего канала. А еще там есть ссылка на личный сайт Михаила Саввы, и вы сможете чуть больше о нем узнать. Всем большое спасибо. Пока.